Ученые высадили на этом острове миллионы деревьев. Спустя 10 лет произошло нечто невероятное. Все началось с группы исследователей-экологов, которые были полны решимости бороться с надвигающимся экологическим кризисом. Каждый год только в Соединенных Штатах десятки миллионов живых рождественских елок срезали, украшали в течение нескольких недель, а затем выбрасывали на свалки. Когда эти деревья разлагались, они выделяли углекислый газ, который способствовал парниковому эффекту. Это был сложный цикл, повторяющийся ежегодно, усугубляющий растущие проблемы, с которыми сталкивается планета, и без того испытывающая стресс из-за быстрого изменения климата и повышения уровня моря. Ученые знали, что если они не вмешаются, эти ресурсы или отходы, в зависимости от перспективы, будут продолжать накапливаться. Итак, они разработали радикальный план. Что, если бы эти деревья можно было разместить там, где они действительно могли бы принести пользу? Чтобы проверить свою идею, они объединились с командой морских биологов, инженеров-береговиков и представителей местных органов власти. Они выбрали отдаленный, но густонаселенный остров, который десятилетиями переживал упадок окружающей среды. Это было прекрасное место, окруженное кристально чистыми водами, пышными мангровыми лесами и изящными коралловыми рифами, которые когда-то изобиловали рыбой и морскими обитателями. Однако в последние десятилетия повышение уровня моря и свирепые штормы начали размывать береговую линию. С каждым годом жители становились свидетелями того, как все большая часть их родины уходила под воду. Фермерские поля засолились из-за солоноватой воды, дороги пришлось восстанавливать дальше вглубь материка, а штормы налетали все чаще и с большей силой. Островитяне столкнулись с угрозой существованию. Если ничего не изменится, они рискуют потерять большие участки своих исконных земель. Предложение было простым и смелым. Доставьте миллионы использованных рождественских елок с материка на остров. Затем разместите их в стратегически важных прибрежных зонах, чтобы они служили естественными барьерами, которые потенциально могут восстановить водно-болотные угодья и защитить береговую линию. Поначалу местные лидеры отнеслись к этому скептически. Многие задавались вопросом, как груды старых елей и пихт могут остановить могучие волны, а не могут ли они просто уплыть или сгнить в тропической жаре. Однако у исследовательской группы были доказательства, полученные в ходе более мелких проектов. Они видели, как в других частях страны, особенно в болотистых районах вдоль побережья Мексиканского залива, использованные рождественские елки использовались для укрепления разрушающихся земель. Там эти деревья улавливали осадочные породы и создавали основу для укоренения новой растительности, эффективно запуская естественный процесс восстановления земель. Ученые полагают, что тот же принцип может быть применим и к этому острову. Через несколько месяцев прибыли лодки с соснами, елями и пихтами. Эти деревья были собраны в связки, каждая из которых была спроектирована таким образом, чтобы образовывать плотный барьер при размещении вдоль мелководных прибрежных отмелей. Для работы в особо труднодоступных местах также привлекались вертолеты. Молодые пилоты, которым не терпелось провести несколько часов в полете, практиковались в аккуратном сбрасывании связанных деревьев в болотистую местность. Зрители были поражены. Шум вертолетных винтов, рассекающих воздух, смешивался с плеском меховых изделий, падающих на воду. Местная газета поместила на первой полосе статьи с фотографиями рождественских елок, покачивающихся на волнах вдоль побережья, связанных в большие группы веревками. Дети смотрели на это широко раскрытыми глазами, удивляясь, как то, что когда-то украшало жилые комнаты и подсвечивало их, могло внезапно превратиться в пляжную набережную.
Первые несколько недель после начала работ были напряженными. Местные рыбаки жаловались, что новые заграждения могут помешать их сетям. Экологи беспокоились о возможном попадании токсинов к изотостопу из-за остатков краски или мишуры, хотя были проведены тщательные проверки, чтобы убедиться, что на всех деревьях не было украшений. Некоторые старейшины острова говорили, что глупо верить в то, что старые праздничные деревья могут обратить вспять десятилетия эрозии. Тем не менее, ученые были уверены, что со временем выброшенные рождественские елки начнут задерживать ил и песок. Они полагали, что погруженные в воду ветви и стволы станут опорой для водной растительности. Постепенно эта растительность укрепит отложения, восстановит прибрежные земли и будет способствовать возрождению экосистемы. Прошло 6 месяцев. На первый взгляд разница была незначительной, если не считать пучков коричневато-зеленых иголок, торчащих во время отлива. Общественное мнение оставалось разделенным, и местные радиопередачи обсуждали достоинства программы. «Мы видим, что они просто плывут по течению, как коряги», — сказал один скептик. Действительно ли это спасет наш остров? По правде говоря, процесс был медленным. Природные восстановительные циклы часто таковы. Тем не менее, исследовательская группа продолжала собирать данные. Они отметили, что вокруг связок скапливается небольшое количество ила. На более мелких участках начали приживаться новые растения. С наступлением сезона муссонов каждый более сильный ливень наносил все больше осадков на барьер, постепенно превращая его в грязевую насыпь. Мало-помалу старые рождественские елки начали исчезать под слоем грязи. В течение следующих 2 лет здесь появились участки, поросшие высокой травой. Некогда безжизненная и листая береговая линия стала рассадником молоди рыб, крабов и креветок. Биологи острова отметили значительный рост биоразнообразия. Белые цапли начали охотиться на новых водно-болотных угодьях. В мангровых зарослях, пересаженных из близлежащего морского питомника, в мягкой почве появились окуни. Их опорные корни обвились вокруг затопленных деревьев, что еще больше стабилизировало донные отложения. В январе каждого года продолжались вертолетные поставки свежих рождественских елок, расширяя зону действия барьера на новых участках береговой линии. Синергия между разлагающейся древесиной, илом и появляющимися растениями была очевидна для любого, кто удосужился присмотреться. На 3-й год местные рыбаки развеяли свои первоначальные сомнения. Они заметили, что некоторые виды рыб размножаются. Благодаря более прочной границе водно-болотных угодий штормы приносили меньше мусора в островные районы, а более спокойные отмели служили лучшими местами для нереста. Сети рыбаков становились все тяжелее из-за улова, о котором рассказывали их бабушки и дедушки в прошлые десятилетия. Старейшины острова, поначалу настроенные скептически, увидели, что грязевые наводнения, которые когда-то захлестывали их дворы, с каждым муссоном становятся все менее интенсивными. Местные власти, ставшие свидетелями преобразований, выделили больше средств на проведение работ. Топливо для вертолетов, больше веревок, чтобы связать больше тюков, и защитные меры, чтобы любопытные туристы не топтали новые водно-болотные угодья. К 5-му году ученые смогли опубликовать реальные осязаемые данные. Спутниковые снимки показали, что береговая линия острова заметно расширилась в тех местах, где были развернуты комплексы. Более 100 гектаров земли были восстановлены или созданы заново, что позволило местной экосистеме процветать. Вдобавок ко всему, недавно образовавшиеся водно-болотные угодья служили буфером от штормовых волн и высоких приливов. Даже перед лицом все более сильных штормов и печальной реальности изменения климата остров казался более устойчивым, чем раньше.
Исследовательская группа получила международные награды и гранты, подтверждающие их нетрадиционную стратегию. Самое главное, что местное сообщество полностью поддержало проект, помогая найти дополнительные места для размещения деревьев и добровольно пересаживая более вредную растительность на вновь образовавшихся водно-болотных угодьях. Наступил 10-й год. Поначалу туристы потихоньку стекались посмотреть на то, что местные жители называли побережьем Рождества, где когда-то береговая линия быстро разрушалась, а теперь возвышался здоровый пояс водно-болотных угодий, мангровых зарослей и процветающей морской флоры и фауны. Вы могли бы прогуляться по платформам и понаблюдать за снующими грязевыми крабами, цаплями, пробирающимися сквозь траву, и мальками рыб, шныряющими среди корней мангровых деревьев. Операторы чартерных судов предлагали экскурсии, рассказывающие о том, как каждый год добавляются новые рождественские елки, укрепляя и расширяя эту живительную зону. Сдвиг был как визуальным, так и экологическим. От разрушенных пляжей, которым когда-то угрожал каждый шторм, к динамичной среде обитания, защищающей дома, дороги и сельскохозяйственные угодья за их пределами. Один из самых сильных ураганов за всю историю наблюдений угрожал острову, вызвав эвакуацию и мрачные прогнозы. Многие опасались, что весь достигнутый прогресс будет сведен на нет в течение нескольких часов. Но когда шторм наконец прошел, их ожидало чудо. Несмотря на то, что, конечно, был нанесен ущерб в виде наводнений, сломанных веток, разбросанного мусора, стало очевидно, что новые заболоченные земли значительно смягчили удар штормовой волны. Уровень воды в главном городе был ниже, чем в предыдущие периоды штормов подобной силы. Береговая линия, укрепленная миллионами когда-то выброшенных рождественских елок, служила естественным щитом. Многие ученые сочли это историческим достижением, свидетельствующим о природоохранных решениях для повышения устойчивости к изменению климата. Более того, проект продемонстрировал, как такая скромная вещь, как праздничная елка, может стать инструментом экологического возрождения. Слухи об успехе острова быстро распространились. Другие прибрежные сообщества, которым угрожают эрозия и повышение уровня моря, направили делегации для изучения этого явления. Природоохранные организации указали на это как на модель устойчивых усилий, предпринимаемых сообществами, которые перерабатывают отходы в инициативы по спасению жизни. Островитяне, гордые своей с таким трудом завоеванной победой, встретили этих посетителей с распростертыми объятиями, делясь как своим опытом, так и поучительными историями. Хотя стратегия создания рождественской елки, в конце концов, не была спасительной, изменение климата продолжало ставить под угрозу их выживание, это оказалось мощным средством выиграть время и восстановить часть того, что было утрачено. 10 лет назад идея сбросить миллионы рождественских елок в воды вокруг этого острова казалась диковинной. Однако за эти 10 лет невероятное стало неоспоримым. Под слоем болотистого рассола и густой грязи вечнозеленые растения продолжали разлагаться, поддерживая цикл обновления, который укреплял как окружающую среду, так и общество в целом. Там, где когда-то была хрупкая береговая линия, теперь процветала живая, дышащая экосистема. Это преображение было настолько впечатляющим, что привлекло внимание международных новостных агентств, экологических журналов и любопытных путешественников, которые собрались, чтобы увидеть, как остров, находящийся на грани поражения в борьбе с морем, обрел надежду в такой простой и красивой вещи, как переработанная рождественская елка. Ученые высадили на этом острове миллионы деревьев.
Спустя 10 лет произошло нечто невероятное. Они обнаружили, что природа, если ей дать правильные инструменты и немного помочь, может исцелять себя способами, которые удивляют даже экспертов. И для жителей этого острова, которые когда-то боялись, что будущее поглотит океан, это был не что иное, как подарок, рожденный праздничными традициями и научной изобретательностью, который теперь является свидетельством жизнестойкости, креативности и неприходящего духа связи человечества с окружающей средой.